ралли «Шелковый путь» намного отличается от прошлогоднего. Мы изменили формат гонки, мы изменили спецучастки. Мы уже говорили о том, что в основном это будут новые спецучастки. И вот буквально 17 числа, то есть завтра, начинается генеральный реконнессанс, на котором будут проверены все заготовки, сделанные еще осенью прошлого года, и будет подобран материал для составления роудбука, дорожной книги, которая, конечно же, будет находиться в строжайшем секрете от участников. И к началу гонки этот роудбук будет представлен для всех участников. Написанием легенды у нас будут заниматься известнейшие в мире специалисты, самые лучшие, одни из самых лучших специалистов. Это Стефан Либай, который готовил уже 3 выпуска ралли «Шелковый путь». Это уже 4-й, у него за плечами большой опыт подготовки других соревнований, в том числе и Дакара. И Пьер Лартик, который в организации ралли «Шелковый путь» участвует впервые, но это известная фигура в нашей стране и за рубежом, 3-кратный победитель ралли «Дакар», 4-кратный чемпион мира в 4-кратный победитель Кубка мира в ралли-рейдах. И, пожалуй, самое его большое достижение – это участие на КАМАЗе в ралли «Мастер». Добрый день, спасибо, что вы прибыли на нашу пресс-конференцию. Мне очень приятно всех вас видеть. И как только что сказал Семен, у нас дела идут нормально, все идет по плану. И второе, и главное, это то, что мы смогли в этом году собрать команду участников, наиболее мощную за всю историю ралли «Шелковый путь». На сегодняшний день, примерно за месяц до окончания приема заявок, мы получили показатели более высокие, чем в прошлом году. То есть на сегодняшний день мы имеем уже 100 автомобилей и 30 грузовиков, которые записались для участия в гонке. Я считаю это прекрасным показателем по отношению, например, к прошлому году. Количество участников значительно увеличилось, и, можно сказать, это произошло и за счет того, что мы смогли убедить участвовать в гонке российских участников, и одновременно значительно прибавилось количество иностранных участников, чему я очень рад. Количество, оно напрямую связано с качеством. И можно сказать, что на сегодняшний день мы получили подтверждение от сильнейших команд в этом виде гонок. То есть, в первую очередь, это идет речь о команде Mini, X-Raid. Они будут участвовать с нами в этом году. Команда Overdrive с новым основным автомобилем Toyota также участвует в этом году в гонке. И также команды Desud, команда SMG также в этом году участвуют в гонке. И одна новость, которую можно назвать чуть ли не самой важной, это то, что в этом году, после перерыва, с нами снова будет Жан-Луи Шлессер, который придет на гонку и будет участвовать в ней в качестве пилота. В категории грузовиков то же самое. В этом году участвуют очень сильные команды. Команды мощные, команды интересные и близкие по своим силам. Татра, МАН, Женав и, может быть, даже КамАЗ. Этот год также значительно отличается в вопросе освещения ралли в средствах массовой информации от года предыдущего. Все больше и больше о нашей гонке говорят в газетах, на телевидении. И освещение, и тональность освещения, она тоже значительно изменилась. Примерно месяц небольшим назад в этом же зале мы вам рассказывали о переговорах, которые идут с известным холдингом Евроспорт. И мы смогли добиться именно контракта, очень важного контракта с этой организацией. Добрый день. Я хотел отметить, что в этом году у нас средств будет немножко больше, чем в прошлом. Профессионалы меня поймут, но будет задействован специальный сервер, который позволит журналистам одновременно работать с одними и теми же картинками. Будет в общей сложности 23 человека, из которых 3 представителя холдинга Евроспорт. Ну и будет, естественно, традиционные уже для нас средства. В первую очередь это специальный вертолет, который
будет оснащен специальной видеокамерой с манипулятором. Ну и будут группы работать на базе полноприводных автомобилей, джипов, и одновременно группы, которые будут работать на биваке. И хочу сказать, что это все люди, о которых я говорю, это очень опытные. Они за плечами каждого от 5 до 10 ралли типа Дакар. Это люди, которые знают свое дело прекрасно и разбираются в нем. Из года в год, на протяжении уже 3 лет, и это 4-й год, мы продолжаем усложнять гонку, усложнять ее для участников, усложнять трассу, находя все новые и новые участки, которые мы выбираем более сложные, нежели чем это было в предыдущие годы. Естественно, растет мастерство участников гонки, и, конечно, им хочется уже все более трудные спецучастки. Мы этим занимаемся, и вот в этом году успешно смогли это сделать. И напряжение на спецучастках будет расти с каждым днем до самого финиша. Для того, чтобы сделать более удобной эту гонку, мы решили сделать 2 круговых участка, и по просьбе участников в центральной части нашей страны мы не делаем спецучастков. То есть там, как правило, в это время дождливый сезон, и там появляются грязные лужи, через которые марафонцы не любят ездить, и это действительно не доставляет никакого удовольствия. Поэтому в первый день гонка едет в Рязань, где гонщики ночуют, и дальше едут в Волгоград. На старте гонки на Красной площади также произойдут изменения, и старт произойдет раньше, нежели это было в прошлом году. Это связано с тем, что участок до Рязани необходимо преодолеть как можно раньше, так как на следующий день в 5 утра участники должны начать движение в сторону Волгограда. И вот уже под Волгоградом первый 200-километровый участок спортивный будет, где участники впервые встретятся с песком, и дальше эти песчаные участки их будут преследовать практически каждый день, набирая свою сложность. 6 автомобилей выезжает на Реконессанс, 6 легковых автомобилей, 1 грузовик, для того, чтобы обеспечить качественное проведение Реконессанса. Уже более 30 лет я участвую в подготовке внедорожных ралли-рейдов. И уже около 20 лет мы знакомы с Семеном Якубовым лично. И мы с ним встречались не только на гонках, но встречались и зимой, на различных мероприятиях зимних. И большим самым впечатлением это было, конечно, первое ралли Париж-Пекин. Первое ралли, на котором как раз в котором я участвовал, и которое позволило мне первый раз увидеть Москву. Время летит очень быстро, это уже прошло практически 20 лет с тех пор. Я хорошо знаю ваши российские дороги, я проехал по ним много-много километров и считаю, что неплохо в них разбираюсь. Кроме этого, в рамках гонки «Мастер ралли» в 1995 году я участвовал на борту КамАЗа и тоже храню самые приятные воспоминания об этой гонке. Я считаю, что в этом году маршрут интересный, фантастичный. В первую очередь он интересен своим разнообразием. Будут и очень такие скоростные участки, и будут участки проезда по дюнам. И, в принципе, это очень интересное ралли, которое привлекает очень много участников и проводится в такое удачное время, что тоже дополнительно привлечет участников и в будущем. Дорожная книга, которую мы делаем, это книга, которая делается по международным нормам, по тем нормам, которые применяются на всех ралли-рейдах. Я написал много дорожных книг для многих крупных ралли-рейдов, и хочу сказать, что дорожная книга Silkway, она наиболее полная в смысле представленных территорий и зон. Тут можно найти и скоростные участки, и каменистые склоны, и дюны, и очень интересная навигация, и точки GPS, по которой можно ориентироваться на ралли. В целом это такой наиболее интересный и комплексный документ. Ну и благодаря этому, естественно, ралли привлекает очень многих участников и как проект интересует гонщиков из разных стран. Мы были с моим коллегой Пьером в Абу-Даби, в Дубае.
И да, и там люди знают об этом ралли, они о нем слышали и интересуются, именно зная, что это гонка с интересной навигацией, с интересными очень рельефами.